Предложили эвакуацию, отказались, разбомбили бабаевские продовольственные склады. С питанием становилось все хуже и хуже. Убавили продовольственный паёк, стало трудно жить. Стали все худеть и истощаться. Сломали во дворе все деревянные сараи. Боялись, что загорятся от зажигалок. Доски закапывали в землю на дрова. Октябрь месяц. Остро стоит вопрос о питании. Поехал за 40 километров к Ладожскому. Большим трудом руками выкопал из мерзлой земли картошку. 15 килограмм. Копать не разрешали, отбирали, штрафовали. Выпал снег, начались трескучие морозы. Мы с мамой ходили выкапывать прелые зеленые капустные листья. Набрали целую катку и питались этим какое-то время. Вши совсем заели, лезут и лезут. Узнали, что где-то сдохла лошадь, ее бросили в яму. Мама с Татуськой, я болел, пошли за падалью. Идти было далеко, трамваи не ходили. С мамой пошли и другие, но они не выдержали и вернулись назад. У ямы было уже человек 20. В яме копошились 3 татарина. Они отрубали себе лучшие куски конины. Мама с топором прыгнула в яму, перед ней расступились, и она торопливо стала обрезать кишки. Выбралась из ямы подруга и угроза, сложила кишки в мешок и пошла домой. Идти было тяжело, Татуська капризничала, ее надо было тащить за руку. В руках у мамы были лопаты, топор, мешок с кишками в другой руке. Дома вымыли эту падаль, и мама вместе с картофельными очистками сварила наподобие пюре. Постучали в дверь. Водит мужчину. Это наш папа, был страшный, глаза на выкате, упал на дороге, подняться не смог. К тому времени стали выдавать продуктовые карточки. 125 грамм хлеба на человека, на детей крупы. Большая часть пайка перепадала Вовчику. Папе становится все хуже и хуже. Он начинает потихоньку сходить с ума от недостатка пищи. А эти вши на теле, их целое полчище, их давят, они все равно ползут и ползут. Сотни, а может и тысячи, все целое расцарапано в кровь. А в этих ранках вши пьют и пьют кровь. А Вовчик, он дурачок, не понимает и чешет себе коготками головку. Коготки у него большие и острые, их уже не стригли, и у него кровавый колтун на голове. Помыть не можем, все замерзло, ни воды, ни света. Мама пошла в столовую, чтобы принести покушать папе. Мы с Татуськой остались одни, играли, разговаривали, не заметили, как папа успокоился, уснул навечно. Пришла мамочка, как назло, долго стояла в очереди, подошла к папе, вдруг вскрикнула, упала ему на грудь и стала рыдать. Да, тяжко нам было тогда. Устроили меня в заводскую столовую поваренком. Это на Малой Юхте в 12 километрах от нашего дома. Каждый день пешком по 24 километра, в сильные морозы, в кирзовых сапогах, в осеннем пальто при недоедании было очень трудно. По утрам плакал, не хотелось уходить от мамочки. Как-то мамочка нашла на Невском дохлую кошечку, принесла домой, чтобы сварить ее нам. Мы слушать не хотели, категорически отказывались. Когда сварила, мы скушали с аппетитом, было очень вкусно. В квартире целый день полумрак, очень холодно. Светомаскировку примерзла кукла не оторвать. Двери в квартире не закрываем, нету сил. В городе идет большое воровство. Как нас не обокрали. Среди ночи почувствовали, что задыхаемся от дыма. Вся квартира была в дыму. Было очень холодно и жутко. Татуська выбежала и стала стучать соседям и нечаянно захлопнула дверь в квартиру. Соседи стучатся и не могут к нам зайти. А мы в дыму задыхаемся. Голова кружится. Не можем открыть дверь. Пламя уже вырывается из кухни. Мамочка с Вовчиком на руках уже не может идти. Она села на кровать, все, конец. Я чувствую, что сейчас упаду, и из последних сил разбил стекло. Сильно порезал руку, и на всю жизнь теперь остался с скрюченными пальцами. Мама выбежала на балкон босиком и сильно простудилась. Конец декабря, стало совсем плохо. В доме оставался только хлеб по 125 грамм. Мама стала все менять на хлеб. Сожгли всю мебель. Маме становилось все хуже и хуже. Она чувствовала, что не увидит больше старшего сына. С работы шел очень быстро, чтобы увидеть мамочку. Порезал палец, отстранили от работы. Рука распухла, почернели пальцы. Ждал, когда дадут продуктовые карточки. 3 дня пролежал на кровати в подвале. В столовой ничего не ел. Заели вши, все тело распухло. Карточки не получил и пошел домой, чтобы увидеть мамочку. Быстро это не получалось, кружилась голова, слабость. Было как-то тревожное предчувствие. А вдруг мамочка? Подошел к дому, а ноги наверх не идут. Зашел в комнату, там лежит наша мамочка, уснула навсегда. Мне все помутило. Бедный Вовочка лежит рядом с мамочкой, покрытый вшами, тихий, не плачет. Наверное, не понимает, что случилось. Маму завернули в одеяло и вынесли на улицу, и оставили там. Хоронить не было сил. Были созданы специальные бригады, которые собирали трупы.
Вовочку забрали до малютки, мы уже ничего сделать не могли. Осталось Татуська одни, еле двигались, опухли. Говорили, что уже не выживем. Помогли подать заявление на эвакуацию, собрали нас как могли и отправили на эвапункт Приморского района. Оттуда нас отправили в город Горький к родственникам. Так мы с Татуськой и Вовчиком попрощались с еще блокадным Ленинградом. Папа и мамочка попрощались раньше нас. В таком тяжком положении были тысячи семей, переживших благоту города, и тысячи семей, не доживших до ее снятия. Вечная память, низкий поклон защитникам Ленинграда и его жителям, на долю которых выпали в те годы горе и тяжкие испытания.